Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. В течение 2 лет мы с вами ищем средства от нагара и жира на застарелых сковородках. Мы сняли 33 видео, как очистить сковороду от нагара и жира. Кстати, ссылочка на плейлист будет в описании. И сегодня мы с вами попробуем новое средство. Точнее, не новое, оно всем уже знакомое, но на новой сковородке и новый тест. Как очистить сковородку от нагара и жира за 10 минут. Погнали! А для всего этого нам потребуется обычный таз и вот такая вот сковородка. Арт Гранит. Сковородка вся в жиру, в нагаре. И что самое главное, не повреждена краска, которой покрашена эта сковородка. И это для нас сейчас самое важное. Мы с вами уже много раз тестировали каустическую соду в борьбе с нагаром и жиром. И сегодня мы с вами попробуем, что станет со сковородкой, если ее замочить в концентрированном растворе каустической соды. Так, сковородочка не вмещается. Сейчас мы с вами ее попробуем подразобрать. Это не так легко, как кажется, потому что здесь странный болт. И все поросло жиром и нагаром. А пока я откручиваю, поставьте лайк, напишите комментарий и порекомендуйте это видео друзьям. Арт Гранит делает какие-то сумасшедшие сковородки с непонятными для меня винтами. Посмотрите. Винт просто еле выкрутился. Загружаем вот сюда. Все, она теперь помещается идеально. И засыпаем сюда каустическую соду. Я уже, видите, надел перчатку. Магия монтажа, потому что схватанулся я. Все-таки пощипало мне пальцы. Вот так вот прям много, обильно насыпем. Мы с вами тестируем. Главное, чтобы ничего не взорвалось, как пишут в комментариях. Все, ставим сковородку. Закрываем быстренько каустическую соду, потому что на воздухе она испаряется или что-то с ней происходит. Знать не знаю, напишите в комментариях. Короче, она становится влажной и пекается. И следом здесь не горячая вода, здесь обычная холодная вода. Все, и заливаем вот так вот обычную холодную воду. И оставляем сковородку плавать в этом растворе. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где мы уже протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенца, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. На случай непредвиденных обстоятельств возьмем противень, потому что мало ли что может произойти с тазом. Вот так вот мы сюда его опускаем. Точнее, не его, а нашу сковородку. Все, там в принципе пошел процесс уже. Как говорится, поддадим джазу. Возьмем и насыпем еще 25 грамм каустической соды. Вот так вот по краям. Ждать будем 10-15 минут и посмотрим, что же с нами, точнее с нашей сковородкой, все-таки произойдет. Концентрированная каустическая сода, вода и жирная сковородка. Посмотрим на результат. Посмотрите, проходит буквально минута и вода уже коричневая, да? Посмотрите, давайте вытащим. Хова. И сковородка уже приобретает какой-то свой цвет. И с нее стекает грязь. Смотрите. Хоп, хоп, хоп. Видите, капельки грязные. Все, просто оставляем ее здесь. Больше доставать не буду. Посмотрим, когда уже все произойдет. Одеваем средства личной безопасности. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут произошло. С этой стороны сковородка осталась, в принципе, грязная, ничего тут не произошло. В следующем видео мы попробуем почистить здесь. И достаем. Посмотрите сначала на воду. Насколько чернющая водичка стала. А теперь мы с вами посмотрим на нашу сковородку. Она была чернющая, грязнющая. Посмотрите. Все, кто говорил, что сковородку разъест с каустической соды, все это неправда. Посмотрите, если
на вашей сковородке целое покрытие заводское, да, то это покрытие, соответственно, и будет защищать вашу сковородку от каустической соды, но и от любой другой соды. Так же, как от шуманита, азелита и так далее. Давайте сейчас ее сполоснем, посмотрите, какая грязища, и посмотрим, что на самом деле здесь произошло. Давайте ради эксперимента проведем просто чистой салфеточкой. Посмотрите. Обалдеть. Все, отправляем ее в мойку. Берем обычное средство для мытья посуды. И немножечко вот так вот потрем. Итого у нас прошло 15 минут замачивания. Кстати, стоимость 100 грамм каустической соды в районе 29 рублей. Если кому-то было интересно. Так. Обычным средством для мытья посуды мы с вами ее ополоснули. Внутри мыть не будем пока. Оставим это на следующий тест. Посмотрите на результат. То есть 15 минут замачивания в каустической соды. Никаких движений в плане щеток, в плане терок и так далее нет. Все покрытие осталось целое. Где было повреждено покрытие, там немножко потемнел алюминий, но это в принципе не страшно. Есть в данной сковородке, конечно же, можно, если она у вас внутри чистая, если вы чистили внешнюю сторону, ничего не произойдет. Вот такой вот интересный лайфхак мы сегодня с вами испытали. Сковородка осталась невредимая, в ней дальше можно готовить, и ничего с ней в принципе не произошло. В следующем видео мы попробуем почистить внутреннюю часть и посмотрим, как себя поведет покрытие и что с ним станет от сконцентрированной каустической соды. Всем пока!